я бы хотел начать на самом деле чуть-чуть раньше, чем эта сегодняшняя глава. Вот это я хотел бы, вот, к сожалению, мы пропустили эту историю с Вавилонской башней. Вот очень часто комментаторы пишут, что Бог наказал людей за самонадеянность, да? А вот у меня никогда не возникало, так сказать, вот этого ощущения, что он наказал за самонадеянность. Вообще, надо сказать, что этот эпизод, он настолько обыгран и в литературе, и в живописи. Я вот сейчас перед глазами у меня этот Брейгера, по-моему, картина в этом Kunsthistorische Museum в Вене, вот эта Вавилонская башня. Я помню ее хорошо. Да, значит... Ну, у меня вот другое, так сказать, было, как бы сказать, соображение вот какое. Понимаете, человечество сильно разнообразен, так сказать, а не вот, как бы сказать, вот таким однозначным выполнением какой-то определенной работы, и все делают одно и то же. Вот разнообразие. Вот, по-моему, вот это была причина, почему Бог разрушил, так сказать, эту ситуацию. Выходит, что он даже тогда не наказал, да, сделал людей разными, он преследовал тоже в каком-то смысле преследовал свою цель, что она ему была интересно. Она ему была... Он считал, что это необходимо. Это необходимо, да. И он нас сделал счастливыми на самом деле. Вот представляете, это самое... Вот все бы, так сказать, сидели бы, кирпичи обжигали и там делали бы раствор, так сказать. Это была бы скучная жизнь на самом деле, да? Вот. И вот когда Бог вот это вот раскидал всех, он вот как раз дал возможность заниматься разными вещами, да. И вот теперь вот мы, переходя уже к нашей главе Лех-Леха, так сказать, вот смотрите, люди разошлись, люди работают, так сказать, работают, живут там по-разному. И вот выбирается, я прошу прощения, я выключу этот телефон. И вот из всех выбирается Авраам, и говорится, что вот иди и дальше, так сказать, все это развивается, я дам тебе землю, где ты, так сказать, будешь размножаться, там и весь твой народ, и все твои потомки, как и вот эта вот поэтика, так сказать, как песчинки или звезды, когда он говорит, можешь ли ты их сосчитать, да, помните этот? Да. Значит, первое понятие о бесконечности математики. Да, совершенно верно. Вот. И дальше вот это происходит. И, конечно, вот комментаторы говорят, что он выбрал Авраама за его, как бы сказать, правоверность, да, такое вот следование. Но, в принципе, до этого же про Авраама вообще ничего не говорится, так сказать, да. И вот мне кажется, тут есть еще одна вещь. Может быть, не просто за то, что он был такой вот, как бы сказать, однонаправленный, а вот как раз вот, и как мы потом видим его, да, безусловно, его религиозные компоненты огромны, это праотец, да, но с другой стороны, вы обратите внимание во всех последующих историях, насколько он разнообразен, насколько он вот широк, так сказать, в своих, как бы сказать, поведении, так сказать, насколько гибок. Да? И это действительно человек, который может служить, как бы сказать, примером, что ли, да, для всех, понимаете, вот своей вот этой нестандартностью, гибкостью и, конечно же, следованием указаниям Господа. Вот это мне всегда тоже вот это вот, как бы сказать, это он невольно, я не знаю, есть ли человек, который, так сказать, вот он невольно привлекает, понимаете, вот как-то очень положительно привлекает, да, вот своей вот этой, я говорю, вот действительно и разнообразием, исследованием, указанием и гибкостью, понимаете. Когда Бог ему говорит, все, оставь, иди, так сказать, в другую землю, что он сделал? Он собрался и пошел. Но это не только просто вот... Он же мог начать там рассуждать, а было же, помните, когда это с дома давно разрушались там столько праведников, не столько праведников. Он же мог тоже начать, а что я там получу, а что там будет.
Да? Нет, ничего подобного. То есть он открыт новому. И вот это самое главное, наверное, вот эта вещь, которая в нем меня всегда привлекла. Теперь еще один вопрос, который меня всегда вот интересовал. Вот там как-то подчеркивается, так сказать, что ему было там 85 лет, когда, по-моему, там Ицхак родился, да, по-моему, или даже нет еще, а ей было 65. И у меня, знаете, вот заронилась такая вот, она не сегодняшняя идея, это еще, так сказать, с очень давних времен. Я всегда вот на эту тему размышлял, но я не знаю, сейчас то, что я скажу, наверное, вызовет абсолютное раздражение всех, кто, так сказать, астрономией занимается, если занимается серьезно. Но ведь можно себе представить, что если в те годы расчет шел от по лунным годам, да, и не обязательно полный цикл, а полцикла, понимаете, то тогда все надо уменьшить на 2, понимаете, и тогда Сара, которая пришла в Египет в возрасте 65 лет, по-моему, если я правильно помню цифры, то на самом деле это 30, понимаете, то есть женщина как бы в самом расцвете, да, а ему было 41-42 года. Но я говорю еще раз, это мои домыслы, понимаете, это самое, что если в те годы календарь исчислялся таким образом, то это вполне, так сказать, выстраивается картина. Ну и, наконец, последняя вот эта история, именно по этой главе, это история с Лотом, когда они поделили, так сказать, да, Ханаан и землю. Долину Иордана, да. Да, и долину Иордана. Это классический пример, знаете, вот эта процедура, которая исследовала там учеными и так далее. Дели и выбирай. Я когда-то, по-моему, в лекциях это даже рассказывал, что вот этот классический пример, значит, один делит, другой выбирает. Вот классический пример, когда Авраам сказал, вот та земля, вот эта земля. Ты пойдешь в одну, я пойду в другую. Значит, и наоборот, да, что ты выберешь, я выберу другое, и все. Ну и там дальше, так сказать, так и произошло. И вот это вот, я не знаю, вот такая классика, так сказать, по которой можно просто математике обучать, моделям дележа. Вот. Ну, собственно, вот это мои соображения. Я не знаю, насколько они, так сказать, интересны. Ну, если с последнего начинать, мы с вами когда-то, да, мы с вами говорили, когда обсуждали вообще теорию как раз принятия решений. Это ваша теория, которую вы математически доказывали. Я тогда зацепился за то, что, мне как раввину ближе, я не математик. Это мне понравилось то, что в самой игре выбор, скажем так, одним из ключевых элементов является предпочтение. Предпочтение каждого из выбирающих. Что предложил Авраам? Мы с вами чуть-чуть на эту тему говорили несколько лет назад. Что предлагает Авраам? Он не предлагает право и лево. Он говорит, если направо пойдешь, то я налево, если налево пойдешь. Он не предлагает право и лево. Мы сразу знаем, куда пошел Лот. Я имею в виду из текста. И сразу знаем, куда пошел Авраам. Тут же из текста, куда он пошел. И знаем мы эти территории уже из текстов. И будучи уже там, побывавши в Израиле, мы знаем, что такое долина Иордана. Это небольшое по размеру, очень небольшое пространство квадратных километров, которое очень плодородное. В долине Иордана самые лучшие пастбища, самые лучшие посевные поля. Мы знаем, что там очень много вулканической деятельности. В некоторых местах это вообще откровенная смола, а в некоторых местах это просто вулканический пепел и пемзы всевозможные, которые очень быстро набирают, делают почву и сами обладают набором минеральных веществ, которые помогают растениям расти. И долина Иордана – это зеленая долина. Что же на территории всего Израиля, вот то, которое выбрал Авраам, это большие территории, мы знаем, это от
Акка, и тогда это до Бершевы было, но сейчас до Эйлата. Мы знаем, что половина всех территорий — это пустынные места. Они хороши для пастбища, но надо очень много ходить, чтобы выпасти овец. То есть в день нужно несколько переходов делать, чтобы овцы находили себе еду. Ну и также точно с посевными площадями. На севере их вообще нет, это горы. А на юге, в Бершеве, нужно очень быстро-быстро успевать. То есть большое и маленькое, плодородное и менее плодородное, но больше по размеру. И вот предпочтение Лот предпочел, так сказать, даже трудно объяснить. Пусть у меня будет немного, но зато это будет золото, чем у тебя много, а у тебя это медь. Поэтому вот предпочтения, сказались. И удивительное дело, ведь Авраам, в каком-то смысле выиграл. Потому что, опять-таки, мы можем говорить о предпочтениях и тут же говорить о характере обоих героев. Выбирая маленькую территорию, но вот сейчас дающая большой результат, о чем или о ком думает в этот момент человек? О себе. Конечно, да. Вот о сегодняшнем дне. Да. О сегодняшнем дне. О чем думает человек, который выбирает большие территории? Где будут жить мои дети? Как я буду раздавать? Как будут делиться дальше? То есть мы сразу видим, что несмотря на то, что таких объяснений нет, но Авраам дальновиднее, чем Лот. Ну и, конечно, история все это подтверждает. Да. Но вот по предпочтению удивительно складывается. Авраам не только вот широко мыслящий человек, мы к этому сейчас тоже придем, он еще и очень дальновидный. Поэтому он называется Нави, он называется пророком. Пророк, да. Потому что Бог говорит пророку: верни жену пророку. И это то, что по выбору, предпочтениям мне нравится. Я стал, после того, как вы мне подсказали, я стал внимательно следить за тем, как люди рассуждают при выборе, что они хотят и почему. Это очень интересный процесс. Понимать, что вы тогда еще сформулировали, поровну не значит хорошо. Да. Поровну не значит хорошо. Потому что каждый хочет вот какой-то нюанс, который только ему приятен и мил. В данном случае по характеру. Вот один хочет немедленного результата. Так бывает. Иногда молодые люди после института идут туда, где сейчас лежат деньги. Да. А дальновидный, вот то, что называется, расширяет свое мировоззрение, учится дальше, вкладывает 5-10 дополнительных лет, и он как раз выигрывает в конце, потому что тот, кто получал быстрые деньги, их и получает. А тот, который вложил в себя, расширил, вот как Авраам расширил территорию своего знания, тот в конечном итоге выигрывает. Это мы с вами, как взрослые люди, это видели неоднократно в жизни. Нет, да. Вот. Теперь по поводу того, насколько Авраам разнообразен. Это правда. Это правда. Само то, что он идет после приказа «иди», или совета «иди», или просьбы «иди», лех-леха, вот он идет, не задумываясь. Вы знаете, среди наших знакомых, людей, которых мы встречали, да найдется ли вообще такой человек? Разве что он, так сказать, безоглядный смельчак. Редко бывает. В основном люди начинают то, что вы говорили, начинают переживать, начинают размышлять, а что это мне даст. То есть мы всегда, это свойство человека, обычное, нормальное свойство человека. Это стараться предвидеть, что на самом деле, соответственно, почти не срабатывает. Не планировать, значит, поиграть, по-моему, сказал это, по-моему, Черчилль сказал. Но наши планы, вторая пословица: если хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Так и здесь. Конечно, что-то очень быстро происходит в голове, в сознании человека, когда он
делает выбор. Опять-таки, мы сейчас опять говорим о выборе, потому что Авраам должен его сделать. И вот то, что вы говорите, что он очень гибок, открыт всему, я бы чуть-чуть... Нет, это черта характера, гибкость. А может быть, следствие характера. Я не знаю. Может быть, следствие характера. Что особенного было у Авраама, за что Бог его... Мы не можем знать точно, но мы можем предположить, за что Бог его избрал из всех остальных. Рядом тоже были люди, и было, скорее всего, много и добрых, и отзывчивых, и трудолюбивых. В общем, набор-то, в общем-то, большой. Но вот какая-то черта характера, которая вдруг становится особенно ценной. И вы знаете, мы иногда посвящаем это. Иногда нужно, так сказать, проанализировать, внимательно проанализировать, что, какая особенность, то, чего у нас нет, то, чего нет у нас и близких, что такого, что он выбирает героя. И если Бог Всевышний в тексте выбирает какого-то героя, это ведь не просто сообщение о выборе. Это посыл, это нам послание о том, что вот это в человеке важно. То есть как если бы закреплялось, психотип закреплялся бы в еврейском народе, вот все текстовые акценты, которые происходят, все истории, они нас подталкивают к вырабатыванию то, что называется вот, ценностей этой нации, этого народа, его менталитет. И вот качество героя, о котором нам рассказывается, мы как бы должны примерять на себя и применять их здесь и сейчас. Это и Яков, это и Давид, это и Авраам. И вот есть у него много качеств, одно из них, которое вы сейчас сказали, его открытость, но я не знаю, как это взаимосвязано. Меня поражает в Аврааме его богодоверие. Он открыл его, он его, как говорят мидраши, он его почти вычислил, когда он пытался поклоняться звездам, а потом вдруг увидел, что они не могут остановиться, он пытался, так сказать, поклоняться этому солнцу, а оно с необходимостью входит и заходит, и оно не вольно поступать так, как хочет, поэтому Богом это быть не может. И вот он доходит до идеи о том, что у всего есть хозяин, и этот хозяин, вот он и есть Всевышний. То есть он, это даже не вершина пирамиды, это точка, вокруг которой может существовать весь мир со всеми его деталями, и каждая деталь не может быть Богом, как это делали многие народы вокруг него. И поэтому богодоверие, соответственно, как только он его узнает, как только он понимает, что вот там вдалеке, в тысячах километров растет трава по его воле, он здесь сейчас, и здесь растет трава по его воле, он понимает, что нет точки, это мы можем фантазировать, конечно, только нет точки в пространстве, которая бы не подлежала его воле. А поэтому, если он говорит, надо идти, значит, просто надо идти. Надо идти. В этом смысле, то есть вот такое богодоверие может делать, и надо попробовать, может сделать человека открытым к любым новостям, к любым новым событиям, любым новым людям. Об Аврааме говорят, что он был очень гостеприимен. Что такое гостеприимен? Это каждый человек воспринимается как гость. Он принимает каждого человека. Ого, какой труд, потому что первое, что мы делаем, обычные люди, это, так сказать, настороженно прощупываем в разговоре, приглядываемся. Нет, он принимал. Почему? Вот богодоверие. Богодоверие может давать такую черту характера, как открытость всему,
Что есть твое... Да, прошу прощения, вот здесь, увлекся. Не, все хорошо, я с интересом слушаю, но вот здесь я хочу сказать, что вот может быть это было чуть-чуть вот причины и следствия, так сказать, вот сейчас я объясню. Когда я говорю, что вот он был открыт, вот поэтому Бог его и выбрал, понимаете? И вот от этой открытости пошло богодоверие. Понимаете? Вот когда он, не закрывая глаза на все вокруг, так сказать, вот все анализирует, соображает и приходит к этой мысли, что вот этот Бог, который, так сказать, все вот как бы в его воле, вот после этого возникает богодоверие. Потому что другое богодоверие могло бы быть, наоборот, от зауженности. Ничего вокруг не вижу, вот как сказали, так и делают, да? Но вот Авраам совершенно другой человек. Вот мне это, вот я говорю, я всегда, я не знаю, есть ли человек, который где-то когда-то критиковал какие-то, но я всегда с восхищением, вот все эти главы, где он присутствует, я всегда с восхищением это читаю. Вот именно вот это, с одной стороны, широта, вот то, что вы сказали, это гостеприимство, это вот, значит, история с Исааком, допустим, да, и так далее. И вот это все, с одной стороны, это богодоверие, и с другой стороны, это вот широта, так сказать. Это вот поразительная вещь, на мой взгляд. Да. То есть вы говорите, что наоборот, что умение быть открытым, смелость, а это большая смелость быть открытым. Конечно, да. Да, эта смелость позволила Аврааму предположить, что боги его отца не совсем боги, потому что он увидел что-то другое, что противоречило вот это, убеждениям отца. Да. И после этого, так сказать, возникает... И тогда он открывает. То есть не зацикленность, не узость взглядов позволяет найти Бога там, где ты его не ожидал найти. Это вот я говорю, что с этого началось, вы говорите, что с этого, но думаю, что мы оба правы, потому что это должно быть взаимосвязанное с двух сторон, взаимосвязанные процессы, которые происходят и так, и так. Ну, посмотрим, у нас будут еще оппоненты, я думаю, что нам будут писать, говорить на эту тему. Кто-то будет поддерживать одну точку зрения, кто-то другую. Посмотрим, куда больше склоняются наши слушатели и кому интереснее та или иная гипотеза. Очень хорошая. Спасибо. Вот. И да, это открытость. Там было 3. Я сейчас прошу прощения. Ну, я начал... Прошу прощения. Я начал с того, что вот разрушение Вавилонской башни — это как раз не наказание, а наоборот, так сказать, ребята, идите, займитесь разными делами, так сказать, не надо вот тут зауживаться, так сказать, вот, понимаете, вот это вот важный момент. И вот Авраам, и когда народ пошел и начал заниматься разными делами, так сказать, Авраам и был выбран, потому что он был, по-видимому, самый такой открытый, самый широкомыслящий, я не знаю, как это назвать, вот, человек, которому можно взять в новое место, и он увидит там то, чего многие другие не увидят, понимаете, вот. Да. Ну, Вавилонская башня как антипод единообразию. То есть, да, такие комментарии существуют. Я не знаю, я посмотрел. Нет. Они просто звучат как идеи. Нет классического средневекового комментария, на который мы обычно опираемся, так сказать, испанские, французские, немецкие комментарии зрелого средневековья, ну и более древние. Нет, такой точки зрения иногда проскакивает как эхо такое о том, что вот единообразие. Потому что здесь, конечно, есть не то чтобы противоречие, нужно попробовать сказать, примирить 2 точки зрения. Если мы утверждаем, что Бог един, неделим, и Он, так сказать, для всех людей Он одинаково, потому что одинаков не по форме, не по сознанию, а по своей
природе, по своей сути, как он управляет миром. Если он един, то что дает ему разнообразие среди людей? То есть как мы должны заниматься разными делами, мы должны заговорить на разных языках, но сохранить связь с единым центром, с единой точкой. Вот единство. У нас есть книжечка нашего движения, только-только приходила в Россию наше движение, и была книжечка издана «Многообразие и единство». Вот. Йоэля Серан, раввин Йоэля Серан ее редактировал. И там подобраны цитаты, когда одна и та же проблема по-разному видится в разных еврейских текстах и в том числе в современном мире. Вот многообразие и единство – это такая ключевая фраза, потому что многообразие, которое дано было языков и наций, народов, которые после Вавилонской башни рассыпаются, они потом собираются в Аврааме. То есть это как пробы, как щупальцы маленькой клеточки, она протягивает во все стороны и пробует, где лучше, где. И вот одна из них находит, то есть одно направление, одно движение вдруг приходит к своему изначальному, то есть к осознанию о том, что мы едины перед Всевышним. Раз Он един, то и мы перед Ним едины. В некотором смысле. Но мы едины не в изготовлении кирпичей и обжиги, а именно, так сказать, едины как человеки. Но я вот, знаете, еще тоже когда-то очень давно это читал, и вот представил себе, что вот не было бы этого, да, и все бы там строили бы эту башню, так сказать. Господу, наверное, скучно было бы, так сказать, с таким народом иметь дело, правда? Ну, тоскливая вещь. А посмотрите, что дальше происходит. Вот это бурное разнообразие там и так далее. Но есть и дальше вот появляется необходимость, как бы сказать, заложить эти принципы, так сказать, 10 заповедей, которые будут вот это единство соберут с другой стороны, с морально-этической стороны, так сказать, а не в смысле вот обжига кирпичей, условно говоря. Вот. И еще то, что по-английски звучит как potentiality и actuality. Значит, и в некоторых других там легендах, например, там египетская, я слышал о том, что там в разговорах со сфинксом приходит человек, ему говорит, там какую-то фразу задает о том, что в чем смысл жизни, и сфинкс ему говорит, когда это будет это, когда это будет это. И, в общем, он его заставляет подумать, тот состаривается уже, так сказать, в преклонном возрасте, он вдруг понимает, что ему говорил сфинкс, когда черное станет белым, а белое золотым, то есть когда волосы твои поседеют, а мысли станут отточенными, вот тогда ты поймешь, в чем. То есть надо прожить. Вот что-то нужно. Нельзя получить результат, не пройдя через него. Это не могу сказать, что это, так сказать, применимо везде, но многие вещи нужно прожить. Нельзя их умозрительно представить. Почему мы говорим, что вот, например, еврейский образ жизни, мы живем как евреи, и от этого, переживая каждый раз, от этого мы становимся другими, то есть чуть-чуть мудрее, понимаем больше. Именно в этом способе жизни мы понимаем истины, которые, предполагается, что мы должны понять. То есть это то, что говорит Тора. Поэтому их прожить надо. Нельзя выучить иудаизм. Да. Это не абстрактное, это проживающее такое, это переживающее, то, что нужно пережить. Вот точно так же Бог говорит: ребятушки, вот вы сейчас стремитесь на небо. Давайте я вас сделаю разными, и каждый из вас попробует осознать. И вот когда вы попробуете и поймете мое единство, все,
не один. Один — это только показатель, это только маячок. Авраам — это маячок. А все, кто разбежался от Вавилонской башни, потому что мы, как Исаия говорит, и будет в конце времен поставлена будет гора Дома Господня над всеми горами, устремятся к ней все народы. То есть все бывшие вавилоняне, строители, они все разбежались, чтобы вернуться с прожитым опытом. Уже с другим опытом и с другим интеллектом, так сказать, и с другими морально-этическими категориями, которые воспитывают, благодаря Торе воспитывают. Я не могу вас всех сделать одинаково. Попробуйте каждый своим путем, но вы все равно вернетесь. Да. Ну, и есть только вот теперь вы уже не полезете на небо. Да. Точно. То есть научитесь не делать ошибок, и я потом буду вам опять благоволить, как благоволил Аноху и всем его потомкам. Да. Ну, наверное, так. Это очень, очень интересно. Ну, вот такие мысли. Спасибо большое. Да. Вам спасибо, Рэбби. Вот. Мы так... Очень хорошие наши беседы. Мне нравится, потому что наталкивает на новые мысли. Да. Знаете, чем мы с вами занимаемся? Это давно испытанный метод изучения Торы. Называется хеврута. Хавер — это товарищ. Хеврута — это изучать что-то вместе. Потому что каждый порознь, да, идеи хорошие, но когда другой или оппонирует, или подтверждает какими-то новыми иллюстрациями, новыми примерами, тогда в этот момент складывается более глубокое убеждение. Да, моя мысль правильно была, и вот друг мне помог. Или, ой, наверное, я ошибался, он меня поправил. Конечно, это дорогого стоит. Это то, что для меня в дружбе это бесценно. Просто бесценно посидеть и порассуждать вместе, чтобы прийти вот к каким-то новым идеям. Спасибо вам. Я всегда своим ученикам говорю, что научная работа, так сказать, ее кульминация — это не статья, это рассказ на семинаре таким же, как вы, людям, которые это понимают. То есть вот где можно вот это услышать критику, где можно услышать вот разумные соображения по поводу и так далее. Вот так выковывается настоящая наука. А типа поехать на конференцию, ну, условно говоря, так сказать, сейчас не ездим, там какую-нибудь Англию или Италию, так сказать, это, конечно, здорово, но это уже, я говорю, это как большой театр в турне отправляется. Это уже там все уже сделано, можно в турне поехать, так сказать. А настоящая наука — это вот первый семинар, когда своим вот людям, понимающим, рассказываешь, что есть что. И вот, как вы сказали, товарищ может поправить, там, оппонировать и так далее. Спасибо большое, Рэбби. Спасибо вам. Тогда до следующей встречи на следующей главе. Тогда мы...